Всем привет, я Василий, это канал Рябов на кухне. Вы когда-нибудь что-нибудь покупаете на Алиэкспресс? Я вот, например, фанат этого маркетплейса. У меня уже более 200 покупок и платиновый уровень в программе лояльности. Так вот, сегодня я вам расскажу про шнековую соковыжималку от компании Miyoo с официального стора в Алиэкспресс. Почему именно соковыжималка? Да потому что сейчас самый сезон овощей и фруктов, и самый раз купить хорошую соковыжималку. Мало того, в этом же магазине сейчас есть хорошие скидки. Вот, например, я соковыжималку приобрел со скидкой 73%. Так вот, смотрите, вот такая вот посылочка мне приходит прям курьером домой за 4 дня. Упаковано все круто, очень хорошо. Давайте будем смотреть ее комплектацию. Что нас встречает первое, это у нас гарантийный талон. На всех языках мира, наверное, ну на большинстве. Здесь все подробно написано, как что сделать, если что. Гарантия 1 год. Дальше. Есть вот такая вот щеточка для того, чтобы очищать. Далее. Далее у нас идет фильтр. Фильтр-насадка с остальным ситом нержавеющим. Для того, чтобы делать сок с пюре. Так, переходим к следующему. Это у нас запасная часть клапана для перекрытия на носик, чтобы сок наливать. Я вам потом покажу. Так, что у нас дальше? Далее есть толкатель для овощей. Есть у нас чаши. Смотрите, как интересно. Чаши 2 штуки. Одна для сока, другая для жмыха, чтобы куда-то отбрасывать жмых. Что интересно, эти чаши, смотрите, как сделаны. Можно поставить одну в одну, и хранение будет вообще отличное, очень удобно. Что еще есть в этом? Смотрите, есть такая крышка вакуумная, и идет специальная вакуумная помпа. Вот смотрите, она открывается. Потом вы взяли вот так вот. Все, закрыто. Закрыто, никак не откроется. А значит, в холодильнике будут храниться гораздо дольше продукты и не потеряют свою свежесть. Чтобы открыть, надо просто взять, спустить воздух. И... Кайф вообще. Прикольная тема. Так, дальше. Что у нас дальше? Сюда поставлю. Далее у нас идет основной блок. Основной блок соковыжималки. Выглядит он вот таким образом. Вот такая вот штука. Для того, чтобы яблоки засовываешь или фрукты, и можно прям так вот тут. Далее, он разбирается легко. Здесь есть рисочки специальные, чтобы понять, как разобрать. Чтобы мыть. Соответственно, как бы блочок тяжелый довольно-таки. Все железное, все хорошо. Здесь вот стоит как раз таки сито. Оно гораздо меньше. Это как раз для того, чтобы делать очищенный сок. Получается у нас сок с мякотью и сок очищенный. Очень круто. Собирается также все легко, по рискам. Вот риска. Закрываем. Все отлично. Ну и моторный блок. Моторный блок у нас вот так выглядит. Смотрите, какой приятный со всех сторон. Есть кнопка включения большая и реверса. Вернее, включение и реверс. Если вдруг у вас что-то застряло, вы можете обратно это так протолкнуть. Кабель. Кабель у нас вполне длинный. Так что это все респект. Что ж, смотрите, давайте попробуем собрать всю эту историю. Вот так вот. Собирается она вот таким образом. Смотрите, вот я сначала разбираю вот эту часть. Потом эту часть ставлю. И эту часть дальше на ней собираю. Таким образом это все закрепляется в один блок. Закрепляется она вот в этом месте. Вот здесь вот есть прорезь. И вот вход, видите, заходит. И таким образом закрепляется ваша соковыжималочка. Ну все, соковыжималка готова. Так что я предлагаю протестировать ее сейчас сразу же. Итак, я сполоснул все детали соковыжималки. Моется на самом деле, кстати, очень легко.
Также можно мыть в посудомойке. В общем, давайте собирать. Смотрите, собирается очень легко. Есть специальные пазы. Так, сначала мы сделаем яблочное пюре, так сказать, для мамашек, да, поэтому мы возьмем, для детишек вернее, да, и мамашкам полезно. Возьмем специальный насадочку, фильтр для пюре. Ставим шнек. Установили. Дальше ставим, здесь вот у нас есть, здесь вот есть специальная рисочка, вот так вот, и мы защелкиваем. Все, готово для жмыха, для пюре. Сразу же открою тот самый клапан, который я вначале показывал, что есть запасной, вот он здесь такой, вот, поэтому можно не волноваться, что есть. Еще будем использовать толкатель, если вдруг что-то у нас пойдет не так. В общем, давайте. Кстати, по поводу шума работы соковыжималки. Смотрите, она довольно-таки тихая. Вполне. Производитель говорит, что она до 50 дБ, но мне кажется, даже еще тише. Ладно, давайте начнем. Прям берем яблоко. Не очищенное, вернее, помытое, но никак не порезанное. Смотрим. Шнек, смотрите, как работает. Интересно. Принцип такой. И сразу же мы получаем жмых. И, собственно, как бы у нас есть сок. Продолжаем. Так, ну я думаю, хватит для эксперимента, для нашего, да? Смотрите, жмых какой, да, выходит. Он сухой абсолютно. Что на самом деле очень классно. То есть получается, что сок давится максимально хорошо. Выключаем. Закрываем кран. Очень классная штука, потому что вот у меня, например, другие были соковыжималки, там нету закрывающейся, надо все время подставлять что-то, чтобы не капало. Здесь это реализовано очень хорошо. Итак, у нас получился вот такой вот сок, пюре, так сказать. Также, да, мы можем так вот накрыть его, взять вот такую помпу, спокойненько выкачать, и все. И в холодильничек поставили. Классная тема вообще. Так, сполоснули, погнали дальше. Теперь мандаринчики. И уже с другой насадочкой как раз. Смотрите, что мы вот так вот можем закрыть. Очень быстро. Тихо, быстро, хорошо прям. Открыли, сок течет. Кайф. Так, давайте попробуем, как работает реверс. Видите, он обратно достает, если вдруг что-то забилось у вас. И вы опять можете по новой прогонять, все это будет работать. Все хорошо. Жмых идет, сок давится. Так, ну что осталось сказать. Интересная машинка, классно все жмет, все хорошо, сами все видели. Сачок получается отличный. Вот так вот. Смотрите, какой отличный мандариновый сачок. Очень вкусно. Очень вкусно и полезно. Ребят, остается напомнить, что ссылочка, чтобы купить такую технику, у меня в описании. Пока скидка 73%, надо брать. Поэтому давайте брать. Мне понравился бренд. Очень все добротно, качественно сделано. Хороший пластик, ничего не пахнет, все хорошо. Я закажу еще что-нибудь из этого магазина и обязательно сделаю в следующем видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы это видео не проспать. Ну и давайте жить дружно. Всем пока-пока.